Открою вам секрет, возможно, вы и не знали. Основные достопримечательности Батуми и его окрестностей можно увидеть бюджетно и легко, не потратив много денег. Арт-объекты, скульптуры, обзорные площадки, крепости и водопады. К ним можно добраться без помощи туристических помогаторов своим ходом. При этом сохранив свои финансы, силы и время. Добраться можно даже к тем объектам, которые находятся за городом. И это совсем не сложно. Надеюсь, туроператоры меня не побьют. Сейчас я дам массу полезной и бесплатной информации о том, как посетить основные локации, не переплачивая кому-либо. В благодарность ты можешь подписаться на мой канал, а также поделись информацией с друзьями, которые тоже любят путешествовать. Итак, начинается туристический сезон. Вы приехали в Батуми. Ко многим знаковым местам тут рукой подать. И чтобы понять город, пропитаться его атмосферой, лучше это сделать пешком. Город понятен для ориентирования, не заблудишься. Высотки расположены на первой линии, их видно отовсюду, и по ним довольно просто понимать, где ты находишься и в какую сторону двигаться дальше. Также на первой линии расположены и многие достопримечательности. Вы их найдете, гуляя по набережной. Но если, к примеру, вы у порта, а надо к точке приземления самолетов и наоборот, то придется пользовать городской автобус. Проезд в автобусе обойдется всего 33 человека. Главное запомните, в городских автобусах не принимают наличку. Расплатиться можно только транспортной картой, вот такой. Где ее получить и как потом при необходимости пополнить, я расскажу в конце видео. Все просто. Если вы захотите посмотреть что-либо за городом, вам понадобятся маршрутки. В них оплата только наличными у водителя. Давайте начнем с городских автобусов и до каких объектов на них можно добраться. Самый популярный маршрут, который вам надо знать, это автобус 10 и 10А, смотря в какую сторону вы едете. Идет этот автобус через весь город вдоль первой линии и соединяет железнодорожный вокзал и аэропорт. Также, если вы хотите попасть к взлетной полосе, где все фотографируют самолет, идущий на посадку, это 10-й автобус. Новый бульвар со сланцами на яйцах, лабиринтом исполнения желаний, парком Качинских, торговым центром Метро-Сити, это 10-й автобус. Если надо аквапарк, новый Гранд Молл, отель Глория, Колизей, известное перевернутое здание, Батумские высотки, Ардеганское озеро со светомузыкальным шоу танцующих фонтанов и ресторанами, аллея героев, дворец юстиции в виде перевернутой бутылки, высотка Кортиярд в виде подковы, уникальный Макдональдс и мистическая Магнолия с лысыми безрукими девчонками – это 10-й автобус. Парк 6 мая, бывший Пионерский, с озером Норигель, дельфинарием и бесплатным зоопарком – это 10-й автобус. Доехать на Театральную площадь, там, кстати, можно вправо пройти до площади Европы, влево, Батумский бульвар с его птичником, летним театром, вековыми деревьями, колоннадой, танцующими фонтанами у необычного ЗАГСа. Или если доехать до морвокзала, там башня Чачи, колесо обозрения, скульптура Аллеи Нино, Старый маяк и башня Алфавит – это 10-й автобус. Также доедете до станции канатной дороги, которая поднимет вас в гору на обзорную площадку. Все это 10-й автобус. И идет он через ЖД вокзал до самого Зеленого мыса и Ботанического сада. Также вдоль первой линии ходит автобус 1 и 1А. Но в отличие от 10-го автобуса, этот не едет в аэропорт, ЖД вокзал и Зеленый мыс. Зато на нем можно попасть на автовокзал. Также на продуктовый рынок Бонни и вещевой рынок Хопа. Бонни и Хопа расположены в разных частях города, поэтому уточняйте, в какую сторону вам надо ехать. Благо люди в Батуми общительные, всегда готовы прийти на помощь и подскажут все, что нужно. А, и еще, в нумерации автобусов здесь нет никаких других букв, кроме буквы А. Я понимаю, вы только приехали, естественно, грузинский алфавит, разумеется, вы не знаете и боитесь, а вдруг вы сядете на 10Б или 10В, там 1Ж. Нет, такого быть не может. Здесь только буква А. То есть, если вы видите 1 с таким крючочком или 10, это грузинская буква А. Смело садитесь и езжайте. Единственное, конечно, только узнаете, в какую вам сторону, потому что, допустим, 10 едет в одну сторону, 10А в другую. Узнавайте, спрашивайте и двигайтесь в нужном направлении. Также вам надо знать автобус номер 16. Едет он в Сарпи до границы с Турцией, проезжает водопад со скульптурой Андрея Первозванного и крепость Гонио. Пожалуй, про автобусы достаточно. Хотя, если вы в Батуми на подольше и хотите узнать про другие маршруты и другие автобусы, для вас есть еще одна бесплатная полезность – это сайт batauto.ge. На нем вы можете посмотреть маршруты передвижения всех городских автобусов. Едем дальше. Переходим к маршруткам. Стоит запомнить номер 77. Чтобы видеть слияние двух разноцветных рек,
Аджарисхали и Черохи, едем из Батуми до остановки Аджарисхали. Там можно пройти до водопада Мервети, посетить развалины крепости Гвара и одно из старейших сел Аджарского региона. Также на номере 77, проехав чуть дальше, можно добраться до водопада Махунцети и пройтись по мосту Царицы Тамары. Еще чуть дальше есть акведук. Все это маршрутка с номером 77. Сесть на нее можно на автовокзале, ну или как мы по пути следования на улице Чавчевадзе. Стоимость проезда 2 лари с человека. Скажите водителю, куда вам надо, и он остановит в нужном месте. Еще полезно запомнить, если соберетесь на Зеленый мыс, Ботанический сад, это маршрутка с номером 31. Она проезжает по улицам Пиросмани, Гаргеладзе, а можете сесть на нее в районе канатной дороги. Стоимость проезда 1,5 лари. Еще представим такую ситуацию. Вы подустали от каменного пляжа Батуми и хочется новых ощущений. Есть вариант сгонять в Уреки и позагорать на целебном пляже с черным магнитным песком. Ехать 50 километров. Отправление от автовокзала. Стоимость 7 лари. Номер маршрута на лобовом стекле не указан, пишут лишь направление Уреки. Если вы на стекле не нашли знакомых букв, спросите у людей, вам подскажут. Также на этой маршрутке с надписью Уреки вы можете отправиться в Шикветили, посетить дендропарк и музыкальный парк, они там рядом. Все это находится по дороге в Уреки и ехать на той же маршрутке. 45 километров от Батуми. Есть еще вариант передвигаться на такси. Но это подороже. В городе работают известные Яндекс, Болт и Максим. У всех есть приложения, по которым легко узнать стоимость поездки до нужного пункта назначения, сравнить цены, выбрать удобный способ оплаты, ну и, разумеется, заказать машину. Ну а теперь, как обещал в начале, расскажу про карточки на автобус. Приобрести карточку, как раньше, в оранжевом автомате Банка Грузии сейчас не получится. Хотя до сих пор находятся блогеры, которые втуляют эту дичь. 2 года назад я показывал сюжет, и тогда уже автоматы на выдачу карт не работали. Сейчас в банкомате можно лишь пополнить счет. Об этом чуть позже. На данный момент наша задача заполучить саму карту. А сделать это можно, зайдя в главный офис на улице Гаргасали 55. Там вам все расскажут, покажут и объяснят. Недавно я был у них. И вот свежая информация. Это список магазинов. Сейчас приобрести транспортную карточку можно, не заходя в главный офис. Идете в магазин и просто спрашиваете на кассе. Магазины расположены по всему городу. Выбираете ближайший и приобретаете заветную карту. Стоимость 2 лари, которые сразу идут на счет. Внимание! По некоторым данным, читая отзывы, бывает так, что карточки выдают пустые. Этот момент уточняйте на месте в магазине при получении. По необходимости проверить баланс или пополнить счет, вам нужно подойти вот к такой оранжевой коробке Bank of Georgia и приложиться пластиком к понятному изображению. На экране высветится баланс. Если решили пополнить, закидываем монетки номиналом 50 тетри, 1 лар или 2 лара. Нажимаем кнопку «Пополнить». Снова прикладываем карту к нарисованному полю и ждем пополнения. Пробежала полоса, все. Смотрим, баланс пополнен. Мы упакованы, идем кататься на автобусе. Рассчитать, сколько денег необходимо на карте, это очень легко. 1 лари – это 100 тетри. Следовательно, если у вас на карте 3 лари, а стоимость проезда 30 тетри, то на 3 лари вы сможете совершить 10 поездок. Думаю, с этим вы разберетесь без меня. И добрая рекомендация. Друзья, не рискуйте ездить на автобусе зайцами. Контролеры тут не дремлют, и можно нарваться на неприятности. Оно вам надо? Ну что ж, все тайны выдал. Теперь вы сможете охватить местный колорит, особо не потратившись. Поблагодарите меня за сохранность своего кошелька, нажав кнопку «Подписаться». Вам ничего не стоит, а мне приятно. И, пожалуйста, оставь пару слов в комментариях. Увидимся на море. На плаву.